Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля. Сегодня я буду показывать моделирование костюма, который предложили подписчики телеграм-канала «Швейная продленка». Дело в том, что предложений было несколько, и кое-что из них я выбрала для того, чтобы показать вам моделирование. Может быть, кое-что мы будем строить с нуля, может быть, я не обещаю. И кое-что, возможно, я даже покажу пошив, если я выберу из этого всего что-то пошить себе. Что хочу сказать, этот костюм в опросе в телеграм-канале «Швейная продленка» набрал больше всех голосов. То есть мы голосовали, какое изделие будем разбирать первым. И этот костюм в то же время вызвал такую бурю эмоций, что меня заинтересовало. Сначала я как бы посмотрела на него с такой... знаете, тут мне не нравится, вот это вот мне не нравится, вот это мне нравится. То есть вот как-то вот такое смешанное чувство. А когда вот это все пошло, споры, да, кому-то нравится, кому-то нет, меня вот как-то вот заинтересовало, да, зацепило, в общем. И поэтому я решила... возможно, я даже его сошью себе, ну, может быть, не сейчас, но хочу сказать, что я его хочу сшить из какой-то трикотажной, не очень эластичной ткани, то есть ну, такой более-менее плотной, да, и без подкладки. Ну, что-то такое на летние прохладные вечера, либо это что-то такое на позднюю весну, либо на раннюю осень. Ну, что, в общем, есть у нас такие времена, когда можно поносить. Ну, вот не хочу подкладку, не знаю почему. Вот хочу хоть что-то, чтобы у меня было хоть какой-то пиджачок без подкладки, да. Я очень долго смотрела, рассматривала, очень плохо, очень жалко, что жакет черного цвета, с плохим зрением очень тяжело разобрать какие-то линии, но мне кажется, что там линии просто минимум, да, выточка нагрудная размоделирована, выточка талиевая просто игнорируется, линия бока прямая, там совершенно прямая, там ничего такого, прям даже не приталенности, ничего такого нет, даже вот малейший. Жакет без подкрайного бачка, без шва по центру, но есть кокетка. Кокетка и сзади вставка, которая немного отличается по оттенку, то есть если жакет он черный, но он какой-то такой, знаете, есть такое понятие светло-черный, да, а по центру ярко-черная вставка, и вот ее как раз и не разобрать, что это за ткань такая. Если девочки мне в телеграм-канале сказали, что основная ткань это похожа на джерси, есть, знаете, такой более плотный джерси, малоэластичный, да, вот, скорее всего, это он. Но вот эта вставка, мы так и не поняли, что это такое. Либо это какой-то вельвет, либо это какой-то бархат, возможно, это бархат королевский, который не имеет направления, знаете, такой вот он прям как мраморный, да, получается. Когда он белый, он прям вот как мраморный, то есть вот как-то вот такими пятнами. Но он очень красивый, мне он очень нравится, но я не могу с ним работать, у меня на него аллергия. Я не буду сейчас говорить точно, из какой ткани это сделано, потому что девушка, которая представляет этот костюм на себе, она не рассказывает, не озвучивает вот эти все тонкости, да, там даже, кстати, непонятно, есть подкладка или нет, не видно, то есть она настолько быстро двигается, что прям вот, ну, я не заметила, сколько я присматривала, сколько я раз просматривала это видео, я не заметила. Я бы не стала делать подкладку. Ну, не знаю, почему. Мне кажется, что если эта ткань, то есть если это джерси, действительно, он достаточно плотный. Есть, конечно, тонкий рыхлый джерси, но мы сейчас его во внимание не берем. Мы берем такую плотную, трикотажную, не очень эластичную ткань или полотно, да? Поэтому, смотрите, вы выбираете для себя ткань сами. Хотите более тонкую возьмите, хотите более плотную, но она должна быть маломальски формодержащей, то есть она не должна быть такой скользкой, рыхлой, она не должна быть такой легкой, мягкой, летящей, да, это что-то такое должно быть более плотное. Кстати, при желании можно использовать и джинс.
Даже если вы, допустим, захотите вставку сделать по спинке, эту вставку можно сделать с каким-то другим оттенком. Например, у вас вот такой бледно-голубой, да, основной цвет, а вставку по центру можно сделать такую более яркую, может быть, на 1-2 тона ярче, да. И по низу можно взять кашкарсе, рибану, что-то такое, тоже по низу вот пришить как бы в тон вот этой вставки. Почему бы и нет, тоже будет классно. То есть, если вы предпочитаете, допустим, джинсы, ну, есть такие люди, да, которые прям вот любят джинсы, комфортно, им классно в этих вещах. Ну, я не люблю джинс, поэтому, и, в принципе, моя машинка джинс не шьет. Она вообще вот такие вот плотные ткани, кстати, пальтовку шьет, а джинс не шьет. Вот не знаю, как так. Вот такая у меня капризная машинка, видимо, как я, вся в хозяйку. Я сейчас еще раз включу для себя видео, чтобы смотреть и еще раз проанализировать. Что я вижу? Я вижу 2 боковых шва, я вижу вот эту вставку, плечевые швы, обычные классические. То есть обычный рукав, даже не то, что там классический, не жакетный рукав, совершенно. И резинка по низу, широкая резинка по низу. Кармашки. Вот где-то под грудью первая пуговица, вторая пуговица, то есть вот на расстоянии, наверное, сантиметров 15, 13, может быть. И вот это сзади вставка. И еще один момент – это кокетка по спинке. Итак, в общем, кажется, я разобрала, да, ну уже в конце концов, наверное, когда проговаривать стало, уже все понятно. Выточка нагрудная размоделированная мы сейчас будем делать. Мы будем делать более свободную вот здесь вот посадку, да, в пройме. Талиевая выточка отсутствует, то есть она игнорируется, и боковая линия прямая. Ну и, конечно же, на свободу дано больше припусков. И что касается плечевой линии, тоже немножечко расширенное плечо, хорошая такая плечевая линия, я имею в виду хороший подплечник, естественно, подокатник, уже будьте готовы, потому что хоть и смешанный стиль, то есть это классика плюс спорт, я вижу четко подокатники, то есть это такие классические плечи, хороший такой подплечник, то есть ну, не тоненький, не блузочный, да, такой прям, ну, хороший подплечник, подокатники, то есть вот здесь идет прям четко классика, здесь уже идет спорт, сзади идет спорт, ну, в общем, вот такая вот смесь. И еще один такой момент, я буду показывать моделирование так, как вижу его я. Потому что будет очень неприятно ни мне, ни девушке, которая его продает, будет неприятно, если я, ну, получается, что украла идею, да. Поэтому я не буду ничего там в точности рассматривать, да это и невозможно на черном. То есть, ну, черный, вообще, в принципе, для меня черное это тяжело моему глазу. Вот. И я просто его покажу так, как я вижу его сама. Поэтому приступим к моделированию. Для моделирования я откопировала свою базовую выкройку. Спинка, полочка и рукав с классическим заужением. Я пока убираю спинку и рукавчик и начну с полочки. Смотрите, что касается полузаноса, углубления горловины по полочке, это, конечно же, каждый решает для себя сам. Мы можем опуститься от горловины по базе на 6 сантиметров, на 8, на 10, как вы решите. Где у нас будет первая пуговица, тоже вы можете решить сами, потому что тут вообще может быть одна пуговица, может быть 3 пуговицы. Что касается длины, кстати, сразу скажу, у меня здесь по линии бедер я себе откопировала, но согласно видео, которое мне представили, жакетик достаточно длинный, он прикрывает линию банта. Значит, от высшей точки плеча, по переду я обычно отмеряю, через высшую точку груди, и вот так вот я смотрю до линии банта, ну или до паха, да, как вам нравится, можно ниже, можно чуть выше, ну вот примерно 65-69 сантиметров это у меня, да. То есть, ну, вот в этом промежутке от высшей точки плеча
Также вы вот так вот измеряете по выкройке и отрезаете нужную длину. Я уже сказала, у меня это до линии бедер, ну только потому, что я шить пока этот костюм не собираюсь, да, пока не планирую. Смотрите, что я хочу сразу. Сразу я хочу размоделировать выточку, то есть мы игнорируем выточку по талии, талиевую. Но я ее не буду сейчас перечеркивать, потому что здесь я прорисую кармашек, чтобы не было лишних линий. Для начала я разрезаю по одной стороне выточку и намечаю примерно вот так вот я разрезаю, ну где-то середина вот этого углубления, да, разрезаю пройму от высшей точки груди. И соединяю выточку, совмещаю таким образом, чтобы вот здесь у меня открылось на 1/3 моего раствора выточки. Если у меня 6 сантиметров, я открываюсь на 2 сантиметра. Так, открываюсь на 2 сантиметра. Вообще, конечно, здесь лучше поменьше открываться. Самое удобное, самое классное – это 1,5 сантиметра. Если ваша выточка позволяет, то открывайтесь на 1,5 сантиметра, а то и меньше. Так, я открылась на 2 сантиметра. Сейчас заклеиваю выточку. Так, выточку пока не заклеиваю. Здесь раздвинула на 2 сантиметра, выточку прижала. Далее, смотрите, у меня есть плечевая выточка по спинке. Мы будем игнорировать выточку плечевую, но мы будем раздвигать ширину плеч. Почему? Потому что жакет достаточно широкий, свободный. И, естественно, ширина плеч тоже увеличена. Ну и опять же тут вы можете сами себе придумать, да, то есть сами на себя посмотрите, какую вы видите, какую вы хотите видеть картинку в результате. То есть если вы хотите, допустим, у меня узкие бедра и плечи шире, то есть верх у меня больше, чем низ. Поэтому мне не нравится, когда на мне сидят широкие плечи. То есть когда на мне одежда с широкими плечами. Я стараюсь, наоборот, их верх уменьшить, а низ немножко увеличить. То есть вы смотрите на свою фигуру и определяйтесь, как вам лучше нравится. Допустим, даже если у вас такая же фигура, но вам нравятся шикарные широкие плечи, пожалуйста, делайте. Что буду делать я? Чтобы не удлинять плечо, я просто разрежу его. Опять же, просто намечу, да, от выше точки груди, просто намечу линию, неважно в какую сторону я ее, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ну, примерно вот, можно к середине, разрезаю. И опять же здесь я расширяю на 2 сантиметра. Но я беру 1/3 раствора выточки, да. Вы можете взять, если у вас, допустим, выточка сама по себе небольшая, да, ну, например, 2-4 сантиметра, вы можете сюда расширить 1/3, но еще добавить длину плеча, если вам нужно, да, то есть понятно. Я раздвигаю на 2 сантиметра, то есть на 1/3 моего раствора выточки нагрудной. Так, здесь я повторяю, то есть, у меня здесь как бы сдвинулось, да, опять же, 2 сантиметра я раздвигаю, и у меня получается выточка уменьшилась достаточно неплохо. Я вот так склеиваю ее, чтобы она меня не смущала, я ее сейчас вот так вот прям всю заклею, вот, и так, и сюда еще кусочек приклею. И сюда я сейчас проложу небольшие кусочки, можно даже здесь вырезать. Так, сюда мне нужно 2 сантиметра. Я склею, чтобы у меня не было вот такого бардака, чтобы ничего нигде не гуляло, да, не убегало. Подкладываю кусочек кальки, контролирую 2 сантиметра раздвижку. Так. И приклеиваю, склеиваю таким вот образом. И то же самое сделаю и здесь. Так, здесь, наверное, мне придется отсюда отрезать подлиннее полосочку. Так, и здесь у меня автоматически, то есть здесь заклеила, здесь склеила 2 сантиметра, здесь автоматически раздвигается на 2 сантиметра, потому что я так уже как бы запланировала, да. Еще на 1/3
я раздвинула здесь, на 1/3 я раздвинула здесь, и у меня еще осталась выточка. Поэтому что я еще буду делать? Смотрите, если я сейчас вот эту точку соединю вот сюда, во-первых, у меня получится длина плеча на 2 сантиметра увеличена. Для плеча это достаточно много, так что смотрите, если вам много, то лучше сократить. Сократить как? Мы можем вот здесь вот сократить на 1, на 1,5 сантиметра, как вам нравится. Если, допустим, у вас 1/3 это 2,5-3 сантиметра, да, то здесь можно на 1,5 сантиметра убавить. То есть, ну, вы ширину плеча тоже контролируете сами. Опять же, хороший подплечник, хороший подокатник, ну, достаточно плотный, чтобы было, да, и ткань плотная, то есть, чтобы здесь было все хорошо, ну, чтобы не свисало, не морщилось, плечи должны быть. Поэтому здесь, смотрите, ну, 2 сантиметра это максимально. Ну, допустим, я оставлю эти 2 сантиметра. Дальше мне нужно, я беру спинку, и мне нужно измерить от талии до проймы. Ну, мы еще будем здесь убирать, углублять, но сейчас я пока вот измеряю, у меня 18 сантиметров, здесь я тоже от линии талии, и посмотрите, у меня еще насколько нужно углубить по полочке, чтобы совместились боковые линии, да? Кроме этого, я еще буду углублять на свободу, то есть базовая выкройка у меня практически впритык к подмышке. Итак, вот она моя линия, здесь у меня 18 сантиметров, как по спинке. Значит, вот эту точку, то есть вот эту линию я продолжаю дальше. Вот так у меня, да, получается. То есть я ее выравниваю. И мне нужно, если я, допустим, сейчас еще пару сантиметров сюда углублю, у меня получится просто очень большая, шикарная пройма по переду. Мне она не нужна такая, поэтому я ее буду уменьшать. И что я делаю? Я беру, опять же, 1/3 своей раствора выточки нагрудной и убираю полностью по плечу, чтобы у меня не было вот здесь вот каких-то там мешков, каких-то излишеств. Все аккуратненько. Я убираю здесь 2 сантиметра, сюда 2 сантиметра, оставляю вот эту линию, которую раздвинула на 2 сантиметра. То есть у меня вот удобная, да, 1/3, 2 сантиметра. Я опустила линию, срезала линию плеча, высоту плеча, немножко срезала. Далее я углубляюсь, ну пусть будет на 1,5 сантиметра. Углубляюсь еще для свободы. Теперь мне нужно линию проймы вывести красивой, ровной, таким образом, чтобы она у меня не забирала ширину. Видите, я здесь веду по пройме, которая у меня была. И дальше я иду вот так вот на углубление. То есть вот эта линия, она должна быть такой плавной. Никаких вот здесь вот таких каких-то вот изгибов. То есть она должна быть вогнутой и плавной. Почему? Потому что это полочка, и это для движения рук, да, то есть у нас должна быть здесь свобода. Поэтому вот это вот обязательно. Если у вас, допустим, широкие плечи, но маленькая грудь, маленький размер небольшой, и вот эта линия проймы, да, у вас небольшая, то есть не такая вот сильно закругленная, как у меня, а маленькая, вы все равно следите за тем, чтобы она была кругленькой и вогнутой. Вот, поэтому я оставляю вот эту линию. Вот она, моя проймочка, да? Мы потом вырежем, и будет видно точно. Так, теперь, что касается прибавки на свободу. Здесь такой вопрос, я бы сказала, интересный. Если, ну, то есть мы все разные, да, все у нас фигуры разные, и, естественно, предпочтения разные. Допустим, кто-то любит, чтобы вот здесь было много свободы, вот так вот широкие плечи, а к низу заужалось, да, к низу было скромненько, не болталось, все аккуратненько, да. Кто-то любит наоборот, чтобы были аккуратненькие плечики, что-то приталенное такое, что-то женственное. Допустим, вот я предпочитаю, чтобы у меня верх был аккуратненький, чтобы верх был практически по фигуре, а к низу я стараюсь себя немножко расширить. Ну, как-то визуально, да, и одеждой. Давайте разберем, наверное, парочку, ну, может быть, 3 варианта, да, разберем, какие прибавки делать. Допустим, мы возьмем фигуру, когда верх больше низа, мы возьмем фигуру, когда низ больше верха, и возьмем фигуру, когда практически одинаково. Ну, вот у меня, можно сказать, одинаково, но
я все равно стараюсь делать правильно, да, то есть если больше, то больше. На 2 сантиметра это уже достаточно много. Поэтому, смотрите, я, допустим, позволяю себе, чтобы у меня верх, даже если изделие свободное, я позволяю себе, чтобы у меня верх был такой более прилегающий, да, то есть 6-8 сантиметров для меня это нормально, но к обхвату бедер я могу сделать больше. Например, если я хочу такое более или менее свободное изделие, я к обхвату груди прибавляю всего 0,5. То есть у меня по базе 6 сантиметров, я прибавила 0,5, в общей сложности это плюс 2 сантиметра. 8 сантиметров к обхвату груди, это будет более чем достаточно. Почему? Потому что у нас свободная вот здесь вот линия, да, открытая, и то есть нас не будет здесь ничего сковывать, здесь все свободно. У нас лацкан будет открываться, здесь свободно, и как бы линия талии свободная, то есть тут проблем нет. Что касается бедер, я прибавлю по 1 сантиметру каждому срезу. То есть я прибавлю к базовой выкройке 4 сантиметра. Получается, да, итого 10. 10 сантиметров мне вполне хватит на свободу по бедрам. И у меня получается в итоге одинаковая, то есть ровная прямая линия бока. Я даже сейчас проверю от центра полочки у меня получается 28 сантиметров по груди, и от центра полочки у меня получается 28 сантиметров. Даже немножечко, наверное, здесь чуть-чуть, у меня просто толстый фломастер, чуть-чуть я больше взяла, а здесь чуть-чуть меньше. Пусть у меня здесь будет, например, 1,2 я прибавила, да, а здесь, ну, 0,4, 0,3. Ну, у меня здесь, конечно, маркер толстючий. В общем, у меня получается здесь 28, здесь 28. У меня получается, ну, максимально ровная прямая линия бока. Вот она. Все. Теперь мы можем вырезать вот это все лишнее. Вот эту боковую линию я вырезаю, отрезаю, да, чтобы вот здесь у меня ничего не болталось. Ну и, может быть, мне вот эти кусочки куда-нибудь пригодятся. Обратите внимание, я проймочку, да, делаю какой плавненькой. Плавная, вогнутая, хорошо вогнутая. То есть она не может быть вот такой. Она не может быть вот такой. Да, она вогнутая, но не такая сильно, да, то есть у нас по спинке то изгиб, прогиб лучше. Поэтому смотрите, следите за тем, чтобы, во-первых, вот здесь должен быть прямой угол, да, и полочка должна быть хорошо вогнутой. 2 сантиметра я здесь убирала с плеча. Не переживайте, ничего нам тут не будет давить. У нас достаточно хорошая пройма, я дала хорошую, опустилась, да, на 2 сантиметра. Теперь переходим на переднюю половинку, и, конечно же, нам нужно углубиться по переду. Углубляемся минимум на 6-8 сантиметров. Можно на 9, на 10, на 12. Это уже зависеть будет от того, насколько у вас здесь вот этот вот вырез будет открытым. Да? Смотрите, допустим, у нас первая пуговица даже не просто под грудью, а чуть ниже, я бы сказала, сантиметра 3-5 ниже первая пуговица. И когда мы делаем с вами нахлёст, этот нахлёст, он уходит выше. То есть вы не бойтесь, что здесь будет все открыто. Первая пуговица под грудью – это нормально. Вот. Поэтому, ну, смотрите, я, допустим, ну, давайте возьму, мало того, что я здесь убрала 2 сантиметра, поэтому у меня горловина сейчас меньше, и мне нужно ее больше опустить. Пусть будет 10 сантиметров. Так? По ширине горловину я уберу на 1 сантиметр. И теперь прорисовываю плавную горловинку себе. Вот так вот. И выхожу вот эту линию, провожу дальше на лацкан. Какая это будет линия? Это вам решать, только вам. Как хочу, так и правильно. Я сейчас красным маркером нарисую так, как можете сделать вы. Смотрите, я убрала здесь 10 сантиметров, да?
10. Можно убрать 9 сантиметров и сделать вот так. Можно убрать 8 сантиметров, да. Но я не советую меньше 8 убирать. Вот, допустим, идет ваша горловина 8 сантиметров, и отсюда забрали. Дальше вот эту линию вы можете вести как вам хочется. Вы можете вести ее вот так вверх, можете вести ее прямо, а можете опустить вот как я опустила, да. И от этого тоже будет зависеть вид вашего лацкана, да, какой он будет, немножко завышенный, немножко заниженный или как-то более классический. Поэтому вы вправе делать так, как вам хочется. Дальше на полузанос. Я, например, люблю, когда такой хороший, достаточно полузанос. Я обычно беру 3 сантиметра. А то иногда и 4, если это, допустим, пальто. 2,5 это минимум. Ну вот, допустим, я беру 3 сантиметра. От центра полочки 3 сантиметра. Это у нас линия талии, вот она у нас линия груди, да, 3 сантиметра. Смотрите, вот я прорисовываю линию полузаноса. А тут уже я решаю, какой у меня, опять маркер поменяла, какой у меня будет лацкан. Если, допустим, я хочу широкий лацкан, вот он у меня, пожалуйста, будет широкий лацкан. Хочу широкий. Я могу сделать его чуть поменьше. Я могу его сделать еще маленьким, то есть вообще можно сделать его прям маленьким. И также и здесь, да, мы можем сделать острый угол у него, вот здесь вот острый лацкан такой красивый, да, такой. А можем сделать более такой классический или такой более плавненький. Вот я буду делать с прямым углом, не сильно большой, ну вот я возьму где-нибудь вот так вот пойдет у меня полузанос, и вот где-нибудь вот так, не сильно большой. От центра полочки у меня получилось 8 сантиметров. Можно вообще сделать совершенно прямую линию здесь, и лацкан все равно получится. Маленький, аккуратненький, но получится. Там уже воротничок, кстати, если лацкан большой, может воротничок и большой быть, и средний, и маленький. А если лацкан маленький, то воротничок должен быть маленький. Но это опять же мое мнение. Может быть, мода опять все переиграла. Вот. Дальше. Получается, мы с вами прорисовали, вот здесь у меня прямой угол, я так захотела, мы с вами прорисовали переднюю часть полочки. То есть вот у меня горловина, лацкан и полузанос. Кстати, я не сказала, я прорисовала полузанос, но желательно, конечно, полузанос сначала определиться с пуговицей, да. Вот, допустим, высота, то есть высшая точка груди, вниз, ну, например, откладываем там сколько? 8, 5, 7, 6, и вот здесь у меня будет пуговица. То есть где мы хотим, там у нас будет пуговица. И лацкан должен идти от этой точки и уже идти вот на расширение, если он у нас расширенный. Поэтому вот если, допустим, я хочу здесь пуговицу, то относительно пуговицы я буду прорисовывать и лацкан. Если я хочу его прямой, значит он у меня вот здесь вот будет, я имею в виду вот здесь прямой угол, значит он у меня здесь, я его просто подрезаю, подравниваю, скажем так. Так, что еще я хотела сказать по полочке. Значит, смотрите, что там карман, да, там есть карман. Карман идет совершенно прямой, не какой-то скошенный, не какой-то чего-то, совершенно прямой. И он, по-моему, вот я там приглядывалась, по-моему, он идет прям вот от бокового шва. Но можно его и немножечко отступить, допустим. Я не люблю, когда там шов на шов, вот это вот все утолщение. Я обычно отступаю 2-3 сантиметра. Отступили 3 сантиметра, допустим, 15-16 сантиметров шов, вход в карман. Например, да, здесь у нас будет клапан сверху. Там, кстати, с одной стороны на клапане какая-то вот такая вот нашивка интересная. И сам карман. Сам карман у нас уже идет внутри. То есть вот здесь прорезь, и в разрезе идет карман. Внутри. То есть это я мешковину сейчас прорисовала. Но вроде бы как все с полочкой, да. Углубили, выровняли. Еще один такой момент. Смотрите, я срезала
2 сантиметра с плечевой линии полностью, да, не какой-то скошенный там, а именно полностью. Поэтому мне нужно добавить эти 2 сантиметра по низу. Вот она моя линия низа, скажем так. Ну, то есть у меня это линия бедер, пусть это будет линия низа. И эти 2 сантиметра я должна добавить вот сюда. Я прибавляю 2 сантиметра по центру, то есть к центру полочки. Ну и где-нибудь посерединке. Так, прорисовываю вот так низ. И примерно, тут уже зависит от размера. Если размер маленький, от 10 сантиметров. Если размер большой, ну там 12-15 сантиметров от бокового среза. Ну, допустим, я возьму себе 11 сантиметров, да, и где-то вот на этом уровне мне нужно ее вот сюда поднять. Здесь я иду прямо, вот здесь 2 сантиметра. 2 сантиметра, а здесь я уже иду плавненько вот так вот вверх. То есть боковая линия опять же у нас сходится, а здесь я добавила эти 2 сантиметра. Если бы я оставила их здесь, у меня здесь получился бы мешок. А если бы я сюда не добавила, то у меня получилось бы как будто бы задранная полочка, как задирается. Вот, я думаю, что все понятно. Значит, здесь у нас планка кармана, это у нас карман. Это у нас даже не карман, а мешковина кармана. Все, со спинкой, то есть с полочкой готово.